Новый год – это настоящая магия. В такой праздник даже самые обычные вещи могут стать необыкновенными. Как? Смотри наше новое видео о том, как из простых елочных игрушек сделать съедобные. Что делать, если нужно украсить комнату, но совсем нет новогоднего настроения? Гирлянды не радуют, дождик не манит, и атмосфера совсем не праздничная. Даже елка не хочет складываться. Она, как и мы, устала и явно хочет прилечь на бок. Мы, наконец, собрали елку, но внутри все равно получился зазор. Ничего, может, здесь было дупло белочки? Спрячем лысину на елке под дождиком. Да уж, сколько дождика не вешай, наша елка лучше не станет. Ой, кажется, только что мы удвоили наш декор. Посмотрим, что есть в нашей коробке с игрушками. Подруга примеряет костюм новогоднего оленя, а я колокольчика. Будем сниматься в клипе «Джингл Беллс». Или в фильме «Катастрофе. Как пережить Рождество». Эх, вот бы квартира украсилась сама собой, а у нас бы появилось праздничное настроение. Похоже, наше желание услышала фея праздника и веселья. Она пришла, чтобы создать праздничную атмосферу. Фея уверена, что у нас нет сил радоваться, потому что мы голодные. Поэтому она наколдовала съедобный елочный шарик. Надуваем воздушный шарик, раскатываем кондитерскую мастику и оборачиваем ею шарик. Аккуратно разглаживаем и растягиваем края. У основания закручиваем и скрепляем мастику. Ставим шарик в стаканчик и оставляем высыхать на ночь. После того, как шар высох, срезаем лишнюю мастику. Воздушный шарик прокалываем и вынимаем. Вырезаем из мастики медальон. Края обрезанного шарика смазываем раствором желатина и приклеиваем медальон. Раскрашиваем шарик перламутровым пищевым красителем. На желатиновый клей приклеиваем петельку из мастики. Раскрашиваем ее серебристым пищевым красителем. Рисуем на игрушке серебристые звезды с помощью красителя и глиттера. Мы недоверчиво смотрим на шарик. Неужели его можно есть? Разламываем игрушку вилкой и пробуем на вкус. Этот шарик явно не бьющийся и жующийся. Вкуснотища. И настроение сразу улучшилось. Фея решает взять праздник в свои руки. Легким движением палочки она превращает комнату в резиденцию Санта-Клауса. Наверняка она закончила курсы декоратора в Лапландии. После такого колдовства нашу унылую комнату не узнать. Добро пожаловать в новогоднюю сказку. Спасибо, волшебная фея. Но волшебство еще не закончилось. Фея решила нарядить не только елку, но и нас с подругой. Вуаля! Мы облачились в новые наряды. Теперь мы единорог и принцесса-кошка. Фея нас покидает. Перед праздниками у нее очень плотный график. Упс, что это? Ее волшебная палочка. Фея так быстро исчезла, что выронила ее из рук. Юху! Сейчас мы устроим новогоднюю магию. Это невероятно. Можно почувствовать себя настоящей феей и наколдовать все, что угодно. Попробуем, как и фея, сделать съедобные игрушки. Из этого шарика получится отличный снеговик. Миндаль заливаем кипятком на 5-10 минут. После этого легко снимаем кожицу. Очищенные орехи подсушиваем на сковороде. Берем белые вафли и измельчаем их руками. Добавляем сгущенку и перемешиваем. Масса должна легко собираться в ком, но не должна быть слишком влажной. Берем кусочек вафельного теста и кладем на него орешки. Скатываем наш снежный ком. Формируем шарик поменьше. Обваливаем оба в кокосовой стружке. Складываем шарики один на другой, а наверх кладем конфету Рафаэлло. Из апельсиновой кожуры вырезаем ручки и нос для снеговика. Зубочисткой делаем отверстие и вставляем апельсиновые детали. Пищевым маркером рисуем глаза и ротик. Теперь он может видеть и улыбаться. Этот снеговичок такой милый, его даже жалко есть. Но этот кровожадный единорожек живо съедает кусочек игрушки. Ой, я тоже пробую снеговика. На вкус он такой же славный, как и на вид. Единорожек примеряет новый образ. Пробует с помощью палочки выбрать себе новогодний аксессуар для маскарада. Удачи! В этих очках тебя и мама не узнает. А вот я принесла еще игрушки, но юная фея с помощью волшебной палочки превращает их в съедобный айсинг. Яичный белок отделяем от желтка.
Просеиваем в белок 75 граммов сахарной пудры и тщательно перемешиваем. Когда масса немного загустеет, добавляем 1 чайную ложку лимонного сока и еще 75 граммов сахарной пудры. Тщательно вымешиваем айсинг, пока он не станет нужной консистенции. Готовую массу перекладываем в пакет на зиплоки. Делаем маленький надрез в уголке, распечатанный рисунок вкладываем в файл и начинаем рисовать сверху узоры айсингом. Когда фигурки затвердеют, аккуратно стягиваем файл со стола и снимаем наше украшение. Эти ажурные игрушки красивые и вкусные, они украсят любую елку. Только смотри, не перепутай их с пластиковыми. Подруга не расстается с волшебной палочкой. Она решила превратить обычные шары в сладкие елочки. Берем вафельные коржи, формой для выпечки выдавливаем в них елочки. На водяной бане растапливаем зеленый кондитерский шоколад. С помощью лопатки покрываем елочки шоколадом. На одной из них делаем фактуру при помощи ложки. Зубочисткой прокалываем отверстие для нитки. Декорируем елочки кондитерской посыпкой, пищевым глиттером и зеленой кокосовой стружкой. Вдеваем нитки. Съедобные елочки. Они точно не колются. Палочка знает свое волшебное дело. Хочу наколдовать принцессе кошки сюрприз. Чашка? Нет, не то. Подсвечник? Опять не то. Рыба? Откуда здесь рыба? Так, моей магии точно нужна тренировка. А вот подарок. Это ей нравится. Подожди, я украшу его съедобными снежинками. Голубой кондитерский шоколад растапливаем и перекладываем его в зип-пакет или кондитерский мешок. Надрезаем уголок, распечатанный лист со снежинками накрываем сверху пергаментной бумагой. Рисуем снежинки по узору. Пока шоколад не высох, посыпаем его пищевым глиттером. Застывшие снежинки снимаем, аккуратно стягивая пергамент с края стола. Снежинки получились нежными и красивыми. Прямо как моя золотоволосая принцесса. Чтобы еще такого наколдовать. А вот и красотка с тарелкой. Ладно, будут тебе еще сладости. 50 грамм сливочного масла комнатной температуры разминаем с 5-10 граммами сахара. Добавляем к ним яичный желток и ложку жидкого меда. Перемешиваем. В отдельную емкость насыпаем 1 стакан просеянной муки, четверть чайной ложки разрыхлителя и столько же соды. Добавляем четверть чайной ложки молотой корицы, половину чайной ложки молотой гвоздики, половину чайной ложки молотого имбиря и четверть чайной ложки мускатного ореха. Перемешиваем пряную смесь с мукой. Добавляем муку в емкость с маслом и замешиваем крутое тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и кладем на час в морозилку. Охлажденное тесто раскатываем и вырезаем формочки человечков. Тонкой трубочкой делаем отверстие для крепления игрушки. Отправляем прянички на 10 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Готовых пряничных человечков украшаем с помощью разноцветного айсинга и зип-пакетов. Рисуем им лица и одежду, чтобы они не замерзли. В отверстие продеваем нитку и завязываем ее на узелок. Пряничные человечки пахнут Рождеством, а нитку от игрушки можно использовать в качестве зубной нити. Коварная девочка-единорожек решила использовать палочку в корыстных целях. Она наколдовала себе рентгеновское зрение и теперь может видеть все, что лежит в подарочных коробках. Хитрюга! Банальные подарки она отбрасывает. А вот это уже интересно. Пожалуй, выберу себе вот эту коробочку. Пока моя расчетливая подруга увлечена своей шпионской деятельностью, я тоже воспользуюсь волшебной палочкой. Чтобы такого наколдовать? Может, орешки для Золушки? Берем целые грецкие орехи, раскрашиваем скорлупу серебристым пищевым красителем. Теперь берем вкусное печенье в виде орешков и покрываем его тем же пищевым красителем. Попробуй отгадай, где настоящий орешек, а где его печенье-близнец. Обвязываем орешки лентой. Принцесса съедает орешек в печенье. Вкусно. Наивная, она оставляет второй орешек на камине. Это она зря. Коварный единорожек тут как тут. Незаметно меняет мягкий орешек на настоящий. Наша блондинка-кошечка не замечает подмену. Она хочет откусить орешек. Ой, он совсем твердый.
Похоже, волшебная палочка сломалась. Она оставляет ее на камине. Этого я и добивалась. Моя прелесть снова со мной. Поиграем в прятки. Попробую скрыться от подруги на улице. Палочка мне в этом поможет. И куда подевался этот непоседливый единорожек? Подозрительно. А как она очутилась за окном? Охочусь за подругой по всему городу, но она использует палочку, чтобы спрятаться от меня. И у нее это получается. Ведь волшебство на ее стороне. Она может быть где угодно. Ну и куда подевалась эта принцесса-кошка? Без нее как-то скучно. Верну ее обратно в дом. И в честь праздника сделаю ей сладкую хлопушку. Берем картонную трубочку от рулона пищевой фольги. У воздушного шарика отрезаем краешек, а хвостик завязываем на узелок. Натягиваем шарик на трубочку и закрепляем скотчем. На самоклеющейся бумаге отмеряем нужный размер и обклеиваем нашу хлопушку. Декорируем ее звездочками из серебристой и золотистой самоклеющейся бумаги. Внутрь засыпаем сладкие конфетки и закрываем горлышко тонкой оберточной бумагой на резинке. Лишнюю бумагу отрезаем. Хлопушка срабатывает не с первого раза. Дай-ка я немного поколдую. О, вот теперь другое дело. Конфетное конфетти, что может быть лучше? Единорожек и принцесса-кошка так объелись всеми съедобными игрушками, что им уже лень бороться даже за волшебную палочку. Кажется, у них сладкий обморок. Даже палочка упала. И тут появилась фея. Она в ярости. Фея ужасно недовольна тем, как подруги использовали ее волшебную палочку. Ведь она привыкла творить добро, а они не придумали ничего лучше, чем наколдовать себе кучу сладостей. Кажется, вместе со сладостями палочка наколдовала им лишние килограммы. Вот что бывает, когда волшебная палочка попадает не в те руки. Волшебство – это ответственность. Понравилась наша волшебная палочка? А съедобные игрушки? Пиши в комментариях, чем ты украшаешь новогоднюю елку. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить интересные новогодние видео.